Фреда Дёрста хотели убить. И нет, это не кликбейт. Один из величайших гитаристов приставил пистолет к голове Фреда Дёрста. Вы это знали? Я нет. В музыкальной индустрии много людей, которым не нравится вокалист группы Limp Bizkit, и они не стесняются об этом говорить. Его называли по-всякому, от безграмотной обезьяны до самого на редкость неприятного абсурдного фронтмена в роке. Фред Дёрст из группы Limp Bizkit продолжает оставаться одной из самых противоречивых фигур в тяжелой музыке. И кажется, у каждого есть свое мнение о рэп-рокере. И поверьте, большинство из них совсем не из приятных. Вот некоторые из рокеров, которые терпеть не могут Фреда Дёрста. Обычная репетиция Эдди Ван Халлена и Limp Bizkit закончилась тем, что легендарный гитарист приставил пистолет к голове Фреда Дёрста. После ухода Уэса Борланда из Limp Bizkit в 2001 году группа была в поисках гитариста. На одной из вечеринок Дёрст познакомился с Ван Халленом, и один из гостей мероприятия предложил им посотрудничать. Фреду идея понравилась. «Это было бы прикольно. Величайший гитарист играет с самой отвратительной группой на планете», — сказал Фред Дёрст. Они собрались в доме Дёрста в Беверли-Хиллз и начали джемовать. Позже Ван Халлен опишет этот опыт как «быть ученым среди детсадовцев». Между собравшимися быстро возник конфликт на почве наличия разных запрещенных веществ, противником которых был Ван Халлен. Эдди уехал, забыв свое оборудование. Весь следующий день он звонил Дёрсту, чтобы забрать свои вещи, но тот игнорил его звонки. Тогда Ван Халлен взял свою штурмовую машину, которую он когда-то купил на военном аукционе, и поехал разбираться. А теперь просто послушайте, как описывает это Беннет в своей книге. Эдди проехал на этой штурмовой машине через Лос-Анджелес в Беверли-Хиллз, затем припарковался и оставил ее включенной на лужайке перед домом, в котором Limp Bizkit репетировали. Он вышел без рубашки, его волосы были собраны в самурайский пучок на макушке, джинсы держались на веревке, а армейские ботинки были скреплены скотчем, и у него в руке был пистолет. Этот мудак открыл дверь. Я приставил пистолет к его тупой красной кепке и сказал: «Где мои инструменты, ублюдок?» Этот гребаный парень повернулся к одному из своих сотрудников и начал кричать на него, чтобы тот отдал мне мои инструменты. Эдди Ван Халлен стоял на лужайке перед жилым домом в Беверли-Хиллз средь бела дня. Курил сигарету, наставив пистолет на Фреда Дёрста, пока загружали его оборудование в машину. Фред Дёрст разозлил фанатов Slipknot, когда в 1999 году якобы назвал их кучкой жирных уродливых детей. На самом деле, тут присутствует игра слов. Фанатов слипов называют maggots, но Фред решил изменить первую букву, и у него получилось faggot. Фронтмен Slipknot Кори Тейлор в конце концов пресек неуважительные комментарии Дёрста, которые сильно разозлили певца. Во время живого рекламного выступления на австралийском телевидении фанат спросил Slipknot, существует ли вражда между ними и Limp Bizkit. Тейлор не стал увиливать и сказал, что сначала он не мог поверить своим ушам, когда впервые это услышал. Он также отметил, что у Slipknot и Limp Bizkit, скорее всего, общие фан-базы, ведь обе группы являются частью New Metal Community. Это означало, что, называя фанатов Slipknot жирными уродливыми детьми, Дёрст называл своих собственных фанатов жирными уродливыми детьми. Затем Кори стал угрожать Фреду в прямом эфире. В интервью 2011 года Кори рассказал, что дети Фреда Дёрста на самом деле были большими поклонниками Slipknot и просили его сфотографироваться с ними. Летом 1999 года шок-рокер Мэрилин Мэнсон, по-видимому, начал тильтовать из-за успеха Limp Bizkit и зашел на свой официальный сайт, чтобы осудить группу среди своих поклонников. Неграмотные обезьяны, которые избивали вас в старшей школе за то, что вы были грязнулей, теперь продают вам немелодичные тестостероновые гимны женоненавистничества и притворяются аутсайдерами. Фронтмен Limp Bizkit не отвечал в течение нескольких месяцев, пока в ноябре 1999 года в интервью NME, озаглавленном «Он мачо-мачо-мужчина», Дёрст сказал: «Я понимаю, что Мэрилин Мэнсон очень недоволен тем, что его карьера пошла прахом, и поклонники начали уходить от него. Я желаю ему удачи, и мне жаль, что он так ревнив и зол на себя, что ему приходится нести чушь». Тем Фреда спросили, как он относится к заявлению Мэнсона, в котором подразумевалось, что Дёрст далеко не ангел, но сам выдает себя за жертву. На что он ответил: «Ну, он реально тупой, если он так думает, но поверьте, я никого никогда не унижал в школе. Я всегда был тем, над кем издевались, да и сейчас я никого не унижаю, что хоть он несет». Некоторое время спустя гитарист Limp Bizkit Уэс Борланд покинул группу и позже присоединился к Мэрилину Мэнсону. Сам Мэнсон объявил гитариста на пресс-конференции, посвященной предстоящему туру его группы. Воспользовавшись возможностью, чтобы в процессе задеть Limp Bizkit, он сказал: «У нас появился новый гитарист». Мэнсон добавил: «Его зовут Уэс Борланд, и раньше он играл в ужасной группе, которую он покинул, потому что чувствовал, что это деградация в искусстве». Скорее всего, они просто нашли друг друга, потому что сценический образ, очень похож. Борланд быстро покинул группу, чтобы воссоединиться с Limp Bizkit, заявив, что ему не хочется чувствовать себя наемником, ссылаясь на отказ группы записывать хотя бы одну из 9 песен, которые он представил для их предстоящего альбома.
В 2009 году Machine Head вступили в жаркие споры с Limp Bizkit, а также с организаторами фестиваля Sonosphere. В заявлении на веб-сайте Machine Head говорится: в результате определенного круговорота событий, которые поставили нас в тупик, промоутер недавно поставил Limp Bizkit в наш третий слот на фестивале. Порядок выступления был важной частью переговоров и соглашения между нами и промоутером. На самом деле ожидалось, что мы спокойно это обжалуем без каких-либо проблем, но у нас этого не получилось. Machine Head были исключены из участия в фестивале, но организаторам Sonosphere удалось договориться об их возвращении. В интервью Роб Флинн сказал: «Мы собираемся уничтожить Limp Bizkit». Со своей стороны, фронтмен группы Фред Дёрст был шокирован реакцией Роба Флинна и сказал: «Я люблю Machine Head и всегда буду любить». Limp Bizkit и Rage Against the Machine сошлись лицом к лицу, когда обе группы были номинированы на лучшее рок-видео на MTV Music Awards в 2000 году. Басист Rage Тим Каммерфорд сказал радио ESPN: «Нам противостояли Limp Bizkit, одна из самых тупых групп в истории музыки. Я сижу там и думаю, что если камера не подъедет ко мне, я заберусь на это сооружение на сцене и буду сидеть там как гребаная горгулья и плеваться сверху». Затем Дженнифер Лопес объявила победителем Limp Bizkit, и верный своему слову Тим ворвался на сцену и взобрался на часть строительных лесов, отказываясь спускаться. Толпа была в шоке, как и Limp Bizkit. В то время это было примерно то же самое, как удар по лицу от Уилла Смита во время Оскара. «Этот парень — рок-н-ролльщик, он должен получить награду», — сказал Дёрст. Хотя он быстро передумал и сказал, что этот парень — очко, потому что он хрен когда спрыгнет оттуда. Затем толпа начала скандировать, призывая Каммерфорда прыгать, в то время как ведущие Марлон и Шон Уэйнс хохотали, обмениваясь репликами. Сразу же запустили рекламу, в то время как охрана утащила Каммерфорда, он провел одну ночь в тюрьме, признал себя виновным в хулиганстве и был освобожден под залог. Фронтмен Rage Зак де ла Роча, как сообщается, был сильно разочарован поведением своего товарища по группе и всего через месяц после инцидента объявил о своем уходе из группы, сказав: «Я чувствую, что сейчас необходимо покинуть Rage, потому что наш процесс принятия решений полностью изменился. Все это больше не соответствует устремлениям всех нас четверых как группы и с моей точки зрения подрывает наш художественный и политический идеал». В 1999 году армянская нью-метал группа System of a Down внезапно снялась с тура Family Values. Руководство Velvet Hammer возложило вину непосредственно на Limp Bizkit и фронтмена Фреда Дёрста, чья группа была хедлайнером тура. А представляете сейчас Family Values в 2023 году? Хотя да, о чем это я? Очевидно, Дёрст надеялся подписать контракт с группой Taproot, который также руководил Velvet Hammer. Когда Taproot отклонил предложение Дёрста, по словам компании, тот выплеснул свой гнев на System of a Down, исключив из тура Family Values. Дёрст был не согласен. «Мы любим System of a Down, но терпеть не можем их менеджера, так что он тот кусок дерьма, из-за которого они снялись с тура». В конце концов, двум группам удалось уладить свои разногласия, и Фред Дёрст пригласил System of a Down присоединиться к Limp Bizkit в туре Billionaire Pirates в том же году. Британская альтернативная группа Placebo подверглась резкой критике со стороны СМИ из-за андрогинной внешности вокалиста Брайана Молка, что, по словам Брайана, было сильной реакцией против мужественности. В результате решения, которое и по сей день остается крайне странным, Placebo были приглашены вместе с Limp Bizkit для выступления в Нью-Йорке в 1999 году. Организаторы концерта попросили Фреда Дёрста представить Placebo на сцене. Однако они не сообщили группе, что именно он будет это делать. Когда Дёрст готовился выполнить свое задание, Брайан Молко выталкивал его и говорил, чтобы он уходил. Несмотря ни на что, Фред вышел на сцену, чтобы представить группу, и нелестно отозвался о них. Last time I was here at Irving Plaza, I want to relive this memory. I want everybody in here to repeat after me. Everybody say, "Fuck Placebo!" Say, "Fuck Placebo!" That bunch of fucking punks. Ох, что он мне только не говорил, вспоминает Дёрст. Он был пипец каким злым, и все люди, которых я знаю, подтверждают, что он сам по себе такой. Независимо от того, насколько хороша эта группа, их вокалист просто не в своем уме. По словам Кида Рока, который также выступал на шоу, Брайан Молко подошел к нему за кулисами. Этот маленький британский идиот сказал: «Скажи своему другу Фреду, что у меня есть пуля с его именем на ней», вспоминает Кид. «Ну чувак, ты чего? Я ж с Детройта, там больше оружия, чем людей. Тебе не надо подходить ко мне и говорить со мной об оружии». Вражда вновь вспыхнула, когда Limp Bizkit и Placebo поделили сцену во время австралийского фестиваля Big Day Out в 2001 году. Басист Placebo Стефан Оздал сказал: «У нас были разногласия раньше. Мы определенно не нравимся Limp Bizkit, они совершенно ясно дали это понять. Лично я думаю, в том, что они делают, много негатива». Вот такие истории, друзья. Не забывайте подписываться, ставить лайк и жать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о ваших любимых группах. Спасибо за внимание.